Друзья, всем привет! Сегодня мы приготовим глазурь гурме на основе молочного шоколада. Она делается очень просто, всего из 2 ингредиентов. И ей можно покрывать любые кондитерские изделия, пончики, эклеры, эскимо и так далее. А сегодня такой глазурью мы будем делать подтеки на торте, и я покажу, как их сделать правильно. Шоколад топим на водяной бане или импульсами в микроволновке секунд по 10. Обязательно каждый раз нужно доставать и перемешивать шоколад, не греть его долго, чтобы шоколад не сгорел. И таким образом доводим шоколад до однородности. Затем добавляем растительное масло и снова хорошо перемешиваем. Все, глазурь готова. Перед тем, как вы захотите нанести глазурь на вашу выпечку, нужно обязательно проверить, чтобы шоколад не был горячим, иначе он просто растечется в лужу и не будет красиво смотреться. Рабочая температура глазури примерно 30 градусов. Если у вас нет термометра, то ориентируйтесь на консистенцию. Она должна плавно стекать с лопатки или ложки, не быстро, но и не медленно. Также, если вы собираетесь делать подтеки на торте, то можете сначала потренироваться на хорошо охлажденном стакане. Поставьте его предварительно в холодильник, пусть он охладится, и дальше пробуйте делать подтеки. Если глазурь стекает в самый низ и внизу образуется лужица, значит шоколад еще недостаточно охлажден, нужно еще немного подождать. Если подтеки плохо стекают и практически сразу застывают, значит шоколад нужно снова немного подогреть, перемешать и затем снова проверить его текучесть. Ну а если подтеки получаются хорошими, примерно на середине пути капля застывает, значит уже можно наносить глазурь на торт. Глазурь наносим кому как удобно. Кому-то удобнее при помощи чайной ложки, кому-то при помощи кондитерского мешка. Чтобы создать подтек, нужно подталкивать шоколад к краю. Длину подтека можно также регулировать. Чем меньше шоколада подталкиваете, тем короче подтек. Чем больше шоколада подталкиваете, тем длиннее подтек. И, на мой взгляд, подтеки на торте смотрятся гораздо интереснее с разной длиной. Но вкусы у всех разные. Поверхность торта можно покрыть лишь частично по окружности торта, либо полностью нанести на поверхность торта, что я и сделала. Такая глазурь отлично держит декор на кондитерских изделиях, но если вы планируете украшать посыпкой или более крупным декором, то заранее все подготовьте и сразу после нанесения глазури начинайте украшать, так как эта глазурь застывает. Но если вы все же не успели прикрепить декор, то тоже ничего страшного, просто оставьте немного глазури или сделайте ее побольше. Капайте глазурью на то место, куда хотите прикрепить декор, и готово. Надеюсь, видео было для вас полезным. Всем хорошего настроения и всем пока!